Взрослая собака-боксер с рычанием набрасывается на кроватку новорожденного. Кажется, что она одержима желанием причинить вред ребенку. Но когда ситуация разворачивается, раскрывается страшная тайна. Тайна, которая имеет последствия для жизни или смерти. Джон и Даниэль Ливик проснулись одновременно. Их собака Белла прыгала у кроватки их новорожденного, лаяла и выла во все горло, а малышка истошно вопила. Первой мыслью Джеффа было, что стресс наконец-то докатился до Беллы. Они потратили столько времени, готовя ее к появлению малыша, но, похоже, у нее случился сильный приступ ревности, и теперь она отыгрывалась на нем. Белла была взрослой собакой породы боксер. Джефф и Даниэль потратили много часов на изучение породы собак, которая лучше всего подходила бы для общения с детьми. Они собирались завести семью и хотели собаку, которая росла бы с детьми и, как они надеялись, стала бы их лучшим другом. И все же Белла была здесь, рычала, лаяла и даже огрызалась на новорожденного, запрыгивая на детскую кроватку. Белла стала частью семьи Джеффа и Даниэль 2 года назад. Как только они определились с боксером, следующим шагом было поиск заводчиков. Затем им пришлось ждать Беллу почти год, и она стала для них зеницей ока. Когда Даниэль забеременела, собака оказывала ей невероятную поддержку на протяжении всего срока. На самом деле Белла была первой, кто дал понять, что с Даниэль что-то не так. Поведение собаки полностью изменилось. Она стала без ума от Даниэль и перестала набрасываться на нее и грубить, когда та была рядом. Они были сбиты с толку ее поведением, пока врач не подтвердил, что Даниэль беременна. Он также сказал им, что более чем вероятно, что Белла почувствовала беременность из-за гормональных изменений в ее организме. По мере того, как беременность Даниэль прогрессировала, муж и жена старались подготовить Беллу к появлению ребенка. Внезапное появление на свет нового детеныша может стать серьезной проблемой для собак, что приведет к непредвиденным изменениям в их распорядке дня. И Даниэль, и Джефф инстинктивно понимали это. Они знали, что Белла находит утешение в своем расписании, потому что оно привносит в ее жизнь ощущение предсказуемости. И они также знали, что им нужно будет должным образом подготовить Беллу к появлению малыша, чтобы она не испытывала внезапного беспокойства. К этому времени Джефф уже был на ногах. Ему потребовалось 2 больших шага, чтобы добраться до детской кроватки и крепко схватить Беллу за воротник. Он стащил ее с кроватки и потащил к двери спальни. Он тихо выругался, когда Белла оказала ему сопротивление. Она боролась с ним всю дорогу до задней двери. Она уперлась передними лапами и опустила голову, чтобы как можно больше затруднить работу Джеффа. Теперь ее дикий лай сменился тихим поскуливанием, как будто она хотела ему что-то сказать. Но Джефф не хотел этого слышать. Конечно, теперь Белле уделялось немного меньше внимания, чем до рождения ребенка, и она проводила больше времени наедине с собой. Он также понимал, что в доме появились всевозможные новшества, к которым Белла еще не совсем привыкла. Приходило все больше людей, в основном, чтобы посмотреть на ребенка. И были запахи и звуки, к которым она не привыкла. Но это не оправдывало такого поведения. Джефф крепче сжал собаку и изо всех сил потащил ее прочь из детской. Он пересек коридор в гостиной и сумел преодолеть последние несколько футов до задней двери. Держа Беллу за ошейник, Джефф, обеспокоенный ее поведением, принялся возиться с замком на задней двери. Затем сверху донесся ужасающий вопль. Это была Даниэль. «Джефф, иди скорее! Это ребенок!» — крикнула она из спальни. Джефф отпустил ошейник Беллы и взлетел по лестнице, перепрыгивая через 2 ступеньки за раз. Он вбежал обратно в спальню, собака следовала за ним по пятам. Даниэль держала малышку на руках. Сквозь слезы она сказала Джеффу, что ребенок был горячим, как печка. Она только что сменила подгузник, и у малышки начался ужасный понос. Ее маленькое сердечко колотилось, как бешеный поезд, а животик сильно раздулся. Джефф схватил свой мобильный телефон и связался с их врачом. Он внимательно выслушал инструкции, которые дал ему врач, а затем повернулся к Даниэль с озабоченным выражением на лице. По словам врача, это мог быть сепсис.
А это означало, что они должны были доставить ее в отделение неотложной помощи как можно быстрее. О Белле, которая теперь сидела в изножье кровати, почти забыли. Она наблюдала за всем происходящим, довольная тем, что привлекла внимание Джеффа и Даниэль, когда это было действительно необходимо. Поездка в отделение неотложной помощи заняла 7 минут. Джефф даже не выключил фары, когда они припарковались прямо перед входом. Он взял ребенка у Даниэль, вышел из машины и побежал к дверям. Внутри его уже ждал врач. Пока они шли в смотровую, он уже проверял ребенка на наличие признаков сепсиса. 5 минут спустя он повернулся к ним с мрачным выражением лица. Если это был сепсис, это означало, что ребенок был инфицирован после рождения. Это мог быть вставленный катетер или даже просто пребывание в больнице до того, как родители забрали ее домой. Серьезным тоном доктор объяснил, что маленькая Мелина умерла бы, если бы они обнаружили заболевание на несколько часов позже. Им нужно было сдать еще несколько анализов, и если они подтвердят наличие сепсиса, им также придется сделать люмбальную пункцию. Малышке сразу же назначили антибиотики, и врач был уверен, что лекарства выведут вирус из организма в течение 72 часов. Даниэль вызвалась остаться в больнице, пока ее муж не вернется домой, чтобы немного отдохнуть. По дороге домой Джефф продолжал думать о Белле. Каким-то образом собака почувствовала тревогу ребенка. Если бы не она, все, вероятно, пошло бы еще хуже. Собака инстинктивно поняла, что случилось что-то ужасное, и сделала все, что могла, чтобы разбудить Джеффа и Даниэль и привлечь их внимание к ребенку, чтобы они подумали, что он был так груб с ней. Он чувствовал себя ужасно, думая, что Белла, возможно, хотела причинить вред ребенку. Ему следовало быть осторожнее. Дома он не сразу лег спать. Он приготовил Белле перекусить и устроил из-за нее настоящий переполох. Затем, когда он направился вниз, он хлопнул себя ладонью по ноге, показывая, что она должна следовать за ним. Ей не разрешалось ложиться в постель, но сегодня вечером он собирался сделать исключение. И в глубине души он знал, что Даниэль не будет возражать. В конце концов, Белла спасла жизнь их ребенку. На следующий день он остался с ребенком, в то время как его жена отправилась на заслуженный отдых. Прошлой ночью она совсем не спала и отчаянно нуждалась в нежной любви и заботе. Джефф весь день торчал возле палаты своего ребенка и использовал это свободное время, чтобы обзвонить всех родственников и сообщить им о случившемся. Некоторые из них поспешили в больницу и помолились вместе с ним, в то время как другие отправились к нему домой, чтобы поддержать Даниэль. Это был тяжелый день, но вместе они справились с ним. И когда врачи пришли сообщить Джеффу, что с его малышкой все в порядке, и она на пути к выздоровлению, он расплакался от счастья. 3 дня спустя, как и обещал врач, маленькая Мелина снова была здорова. Врачи на всякий случай еще немного подержали ее в больнице, но довольно скоро ее выписали. И когда она, наконец, вернулась домой, никто не был так рад ее видеть, как ее четвероногий ангел-хранитель. Белла ужасно скучала по ней. И когда она начала прыгать и лаять от возбуждения вокруг кроватки, Джефф и Даниэль решили не утаскивать ее. Отныне они позволяли ей проводить в детской столько времени, сколько она пожелает. В конце концов, именно из-за нее Мелина все еще была с ними. В тот день, когда Джефф и Даниэль обнаружили свою собаку-боксера, уютно устроившуюся в кроватке с малышкой под одеялом, у них не хватило духу разлучить их. Они были лучшими подругами, сестрами и родственными душами, и никто не встал бы на пути такой любви. Какой великолепный финал! И как здорово, что собачий инстинкт может спасти жизнь младенца. У вас когда-нибудь был случай, когда собака чувствовала, что с человеком что-то не так, раньше, чем это делал сам человек? Если да, расскажите нам в комментариях, мы будем рады услышать. Спасибо, что посмотрели, и увидимся в следующем видео.